Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Во время набега Халита Рейхан Алкан выкрикивает его имя, и Рейхан выходит вместе с Аслы. Когда он спрашивает, не жалуется ли он на Сезин, повисает долгое молчание, а затем Рейхан отвечает, что ты делаешь в нашем саду, кто ты. Когда Халид говорит, Халид, расскажи, что ты хочешь сказать. Рейхан и Фигин очень удивляются. Затем Сезин выходит из машины и говорит, мы с отцом приехали за тобой. Когда Аслы злится на Сезин, Халид говорит, мы приехали издалека ради тебя. Он желает Аслы скорейшего выздоровления после операции на сердце. Когда Аслы говорит, было нехорошо с твоей стороны приезжать вот так. Забирай своих людей и уезжай. Халид говорит, нет, пусть сначала Рейхан ответит на мои вопросы, а потом я тебя тоже возьму. Рейхан отвечает, я не оставлю Аслы. После того, как Рейхан Ханем проводит всех в дом, она просит Халид Ханем представиться. Халид Ханем говорит, я отец Сейзн и Мурата, я из Байбурта. Меня зовут Халид Коплу. Если мы знакомы, давай перейдем к делу. Ты разлучил мою дочь с сестрой и устроил ей полицейскую ловушку, а теперь спрашиваешь, правда ли это? В доме Фигин Ханем добирается до Митина и велит ему быстро вернуться домой, потому что в дом ворвались люди. Митин тут же звонит Арасу и рассказывает ему о случившемся, а затем отправляет его домой, сказав, что ему потребуется время, чтобы добраться до дома. Рейхан Ханем говорит Сезин, что Сезин солгала, и Аслы узнает о ее поступке. Аслы приходит в ярость. Когда Рейхан Ханем говорит Сезин, что она украла и пыталась свалить вину на меня, когда ее поймали, Аслы приходит в ярость. Халид утверждает, что серьезно намерен забрать Аслы домой, но Рейхан Ханем резко отвечает, я бы ему никогда не позволила. Тем временем появляется Араса и велит Аслы и Рейхан зайти в дом. Халид говорит, я не знаю, кто вы, но забирайте собак и убирайтесь отсюда. В ответ на реакцию Араса Халид достает пистолет и приставляет его к горлу Араса. Аслы и Сезин умоляют. Ради своей дочери, Сезин, Халид опускает пистолет и говорит, знай, это не конец, но мы встречались. Добрый вечер, мы еще увидимся. Он прощается с Аслы, подумай хорошенько, на чьей ты стороне. Увидимся, девочка. Затем он поворачивается к машине и кричит Сезин, чтобы она ехала. Они садятся в машину и уезжают. Аслы внезапно бросается Арасу на шею и кричит, прости, это из-за меня. Арас спрашивает, ты в порядке? Аслы говорит ему, послушай, никогда больше так не делай. Затем они входят в дом. Аслы бежит в свою комнату со словами, мне нужно позвонить маме, а Фигин блокирует попытку Рейхан последовать за ней. Пока Халид сомневается в близости Хюльи с Аканом, Мурат присматривает за его матерью, и Халид тоже его ругает. Затем он спрашивает Хюлью, откуда она взялась среди ночи, и Хюлья отвечает, что была у подруги. Заметив, что волосы Хюльи влажные, он тянет ее за волосы. Когда дети тут же пытаются защитить мать, Халид говорит, я любил ее, и уходит, говоря, все в порядке. Когда Аслы начинает нервничать и хочет уйти, Рейхан останавливает ее. Но Аслы говорит, ты не знаешь этого человека. Он настоящая проблема. Я совершила ошибку с самого начала. Мне не следовало здесь оставаться. Когда Халид говорит Сезин, дочь моя, ты просишь меня о помощи, а потом жалуешься. Это слишком долго, Сезин отвечает, я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Ты направила пистолет на Араса. Когда Арас идет за пистолетом из сейфа, Митин останавливает его и говорит, мы не можем иметь дело с такими людьми. Арас спрашивает, ты их не видела, ты видела, в каком состоянии моя мать и Аслы? Как я могу спать сегодня ночью? Митин отвечает, нам нужно сохранять спокойствие и не беспокоиться о тебе. Он уходит. Арас спрашивает, где ты была всю ночь? Митин отвечает, неважно. Асли паникует, не ожидая связи с матерью и братьями и сестрами. В этот момент Мурат звонит Аслы, объясняет, что произошло, и уверяет ее, что с ними все в порядке.
Госпожа Рейхан говорит Мурату, что получит в полиции ордер на защиту и будет с ними утром. Сын Халита обыскивает магазин Араса, а затем звонит ему и говорит, что они будут грабить по одному из его магазинов каждый день, если он не даст ей то, что она хочет. Асли, не влезая в свою комнату, вспоминает, как сын Халита пытался ее изнасиловать. Позже она приходит в комнату Араса и говорит ему: «Не беспокойся, эти ребята тебя убьют». Когда Арас принимает ее слова как должное, она рассказывает ему, через что он заставил ее пройти в прошлом, и говорит, чтобы он больше не делал того, что ты сделал сегодня. Когда Арас спрашивает, почему она расстроится, если со мной что-то случится, Асли отвечает: «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Асли говорит, что хочет уйти, чтобы больше никому не причинили вреда. Когда Арса говорит ей: «У тебя тоже есть сердце, поэтому ты больше не можешь пытаться сделать кого-то счастливым», Асли отвечает: «Я словно проклята, моя тьма и моя беда преследуют меня». Когда Арас говорит: «Сосредоточься на том, чего хочешь. Я не боюсь твоей тьмы или твоей беды. Я принимаю их всех». Асли в восторге от этого заявления и, не в силах ничего сказать, уходит в свою комнату. Утром Асли и Рейхан идут к ее матери, обнимают Мурата и мать и ругают Сезин. Пока Сезин объясняет, что отец обещал ей, что все будет по-другому, они слышат крики снаружи и внезапно видят Акана, лежащего без сознания на полу, покрытого кровью. Хюлья и остальные тут же бросаются проверить, жив ли он еще. Арас приходит в дом дяди по просьбе Дерья. Когда Дерья говорит, что они собираются пожениться, Арас отвечает: «Я не собираюсь жениться, не хочу ни брака, ни детей». Дерья говорит: «Дядя Дерья, возможно, знает, но не вмешивайся в эти дела и не спорь с ним, я разберусь». Затем они вместе идут в дом дяди. Когда дядя Дерья говорит, что они скоро поедут в гости к родственникам, он говорит: «Это дело судьбы», и пытается отмахнуться. «Твоя мама сказала, что все в порядке, давай поговорим». Как только Дерья уходит, она звонит матери и просит ее не вмешиваться в ее дела, иначе она потеряет Араса навсегда. Если она оставит его одного, она все разберет. Когда Хюлья Ханем, Рейхан Ханем и дети отвезли Акана в больницу, Хюлья Ханем расплакалась, объяснив, что она всегда так поступает со всеми мужчинами, с которыми я была. Она бросила ее к моей двери, чтобы я видела. Она найдет меня и снова будет мучить. Рейхан Ханем вспомнила, как муж избивал ее, чтобы она поговорила с Метином, и Хюлья Ханем стало грустно. Затем, сказав, что нам нужно отвезти тебя в более безопасное место, она пригласила его в особняк. Сезин согласилась пойти с ней. Мурат настаивал, но Асли сказала: «Решать тебе». Они ушли. Рейхан Ханем отправила их в особняк и попросила Сезин вернуться к отцу, Халиту, и поговорить с ним. Когда она предложила Халиту встречу и сделку, Халит согласился. Мирьем узнала, что ее муж Метин спит с другой, и вынудила его признаться. Когда она рассказала ему, что уже изменяла ему и застукала его, Метин сказал: «Ты все это делаешь, потому что нашел на мне волосок, но когда эти проблемы пройдут, настанет время для этого позорного брака». Рейхан Ханем и Хюлья Ханем возвращаются домой и говорят им, что она привезла их сюда ради их безопасности и что Халит очень жесток. Когда Рейхан Ханем говорит: «Найди комнату для Хюльи, я пойду и решу эту проблему», Фигин Ханем начинает волноваться, но они не могут остановить Рейхан Ханем. Когда Арас навещает дядю Дерья и Халита, они встречают его сына, Серкана. Серкан плохо разговаривает с Арасом. Арас злится и нападает на него, но дядя останавливает его. Они оставляют Серкану сообщение с просьбой связаться с ними впредь. В разговоре со Асли, Муратом и Бериджик Мурат говорит: «Мой отец ничего не сделает с Сезин, но и не хочет видеть меня, потому что у него 3 других сыновей, поэтому я не чувствую себя в безопасности». Бериджик объясняет, почему она расстроена. Рейхан Ханем приходит к Халид Ханем. Когда Халид Ханем спрашивает, привел ли он Асли, Рейхан отвечает: «Нет, девушка останется со мной. Держись подальше от детей и Хюльи. Я договорюсь с тобой по-другому». Когда Халид рассказывает, что он расследует жизнь Рейхан и что они, возможно, захотят пожениться, Рейхан ругает его, спрашивая, сколько он хочет.
Он думает, что ты беспокоишься не о девушке. Он думает, что ты запугиваешь нас, принимая за Алкана, и используешь как возможность. Рейхан сообщила о Халите в полицию и хочет избавиться от него. Халид спокойно сдается полиции. Он поворачивается к Рейхан и говорит: «Ты совершила ошибку, ты провалила план, посмотрим». Халид уходит. Когда он спрашивает начальника полиции, будет ли он отбывать срок, Рейхан отвечает, что он и так условно-досрочно освобожден, скорее всего, так и поступит. Хулья рассказывает Аслы, как она боится Халита. Аслы говорит: «Не волнуйся, его поймают», но Хулья со слезами на глазах предупреждает его: «Не дай этому тебя сломить, Серкан. Сколько времени потребуется, чтобы тебе отомстить?» Аслы держит мать за руку и говорит: «Не бойся, мы отнесем тебя в безопасное место, ты больше никогда этого не испытаешь». Хулья отвечает: «Доверься, Рейхан. Может быть, если бы этого не случилось, ты бы меня больше не увидела». Рейхан звонит Аслы и сообщает, что Халита задержали. Хулья даже не может полностью осознать этого. Она переживает, что если они это сделают, то этого человека поймали из-за нас. Аслы обнимает мать и успокаивает ее. Затем Аслы просит показать ей комнату, и они выходят посмотреть. Когда Арас приходит домой, Фиген в гневе спрашивает: «Разве я не говорила тебе не выходить из дома?» Она крепко обнимает его и говорит: «Больше никогда меня так не пугай. Ты ранил мое сердце. Я знала, что ты заботишься об Аслы, но не связывайся с этими мужчинами из-за нее. Пожалуйста, сынок, не связывайся с ними из-за нее». Арас говорит: «Не волнуйся», и уходит в свою комнату. Серкан звонит Арасу и говорит: «Ты совершил большую ошибку, из-за тебя мой отец попал в тюрьму, теперь спи с открытыми глазами». Арас говорит: «Твоего отца посадили в тюрьму за то, что он сделал. Если хочешь того же, приходи сюда». Когда Хулья видит комнату Аслы, она приходит в ярость, потому что повсюду воспоминания о Мелике. Она говорит: «Я не так все представляла», и уходит проверить Мурата. Арас входит и рассказывает ей, что встречался с Серканом. Серкан приходит в дом Сезин и объясняет, что произошло: «Моего отца посадили из-за тебя, а твоя мать и сестра будут страдать из-за меня». Аслы злится и спрашивает: «Зачем ты встречалась с Серканом? Он опаснее своего отца». Когда Арас спрашивает: «Сделал ли тебе Серкан что-нибудь плохое?», Аслы отвечает, что он ничего не сделал, и пытается закончить разговор. Арас говорит: «Если Серкан что-то сделал тебе в прошлом, я его убью», и выходит из комнаты. Аслы вспоминает свою первую встречу с Серканом. Он обманом заставил ее встретиться со своими братьями, повел на безлюдную дорогу, и когда тот попытался силой завладеть ею, ударил ее в глаз камнем, найденным на земле. Серкан позвонил Аслы с телефона Сезин, чтобы встретиться с ним. Когда Аслы отказалась прийти, он пригрозил Сезин расправой и сказал ей не позволять Чолоку Рызе и Арасу следовать за ним. Метин и Рейхан вернулись домой и сообщили Хюлье, что Халита схватили и что они могут вернуться. Хюлье сказала Метину, что хочет немедленно его отпустить, но Аслы хотела, чтобы я осталась здесь. Рейхан ответила: «Конечно, оставайся здесь сегодня». Рейхан подошла к Аслы и спросила, что случилось, когда ей не понравилось выражение ее лица. Аслы отмахнулась, сказав, что немного устала. Аслы подошла к Мурату и сказала, что уходит, и Мурат убедил ее не отправлять его одного. Когда Аслы попросила Бериджик помочь, они с Аслы и Муратом получили разрешение съездить в ближайший торговый центр за десертом. Они уехали вместе. Мурат сказал водителю, что сначала заберет свои вещи из дома, и что Рейхан об этом знает. Фиген объяснила, что Рейхан доставила этому человеку неприятности и боится за него. Метин постоянно получал сообщения от Хюльи, призывая ее поговорить. Он угрожал: «Если ты не придешь, приду я. Может, поговорим при всех». Рейхан начала искать Хюлью и узнала от сотрудника, что она вышла в сад и направилась туда. Хюлья хочет поговорить о том, что произошло прошлой ночью, но Метин говорит, что не решается говорить, что она в растерянности, что кто-то увидит, а не то место, где она находится. Пока они разговаривают, Рейхан подходит и кладет руку Хюлье ей на грудь. Рейхан видит их.
Хюлья шепчет ей на ухо: «Я тебя ни к чему не заставляла. Что теперь изменилось? Ты меня не хочешь». Когда Рейхан окликает Метина, Хюлья отстраняется. Когда Аслы и Мурат приходят домой и сразу же входят, Аслы говорит, что поговорит с алканами и убедит их отпустить твоего отца. Серкан говорит: «Я поговорю с ними, а не с тобой». Затем он тянет Аслы за собой, говоря: «Ты пойдешь с нами». Мурат отказывается ее отпускать, и на этот раз они избивают Мурата. Когда Рейхан начинает приставать к Хюлье, та спрашивает, что происходит между мной и Метином. «Какое тебе дело? Потому что ты не можешь этого сделать. Почему ты такая грубая? Я что, замужем? Я одинокая женщина, могу делать, что хочу». Когда Рейхан выгоняет Хюлью, Хюлья говорит, что уйдет, и Метин говорит Рейхан, что это была минутная ошибка. Но глаза Рейхан наполняются слезами. «Ты никогда не думала о Бериджик. Я не хочу видеть твоего лица», — говорит она и уходит. Серкан связывает Аслы и ее братьев и сестер по рукам и ногам и запирает их в комнате. Затем он говорит Аслы, что они уйдут вместе, но если ты позовешь на помощь, мои люди выстрелят твоим братьям и сестер в голову. Он уводит Аслы. Когда они сажают Аслы в машину и уезжают, Арас догоняет их и бросается в погоню. Бериджик тут же бежит к Сезин и Мурату, распутывая их рты и руки. Серкан и его люди понимают, что Арас гонится за ними, и избавляются от него. Госпожа Рейхан приходит в комнату госпожи Хюльи и предупреждает: «Если кто-нибудь узнает об этом, я тебя уничтожу». Когда она спрашивает, сделала ли она это из мести, Хюлья отвечает: «Ты же говорила мне ценить то, что у меня есть, и я так и живу». Когда Хюлья упоминает, что сын Халита тоже смутьян, госпожа Рейхан начинает волноваться, а когда она сообщает ему, что дети на улице, беспокоятся и они. В этот момент Серкан, позвонивший Метину, разговаривает с ними. Серкан требует отозвать жалобу, чтобы освободить отца или забыть об Аслы. И Рейхан, и Хюлья глубоко обеспокоены. Арас звонит Рызабею и сообщает, что Аслы похитили и что ему нужна его помощь. Рызабей говорит, что отступил и не поможет ему. Он говорит, что поможет тебе, если ты женишься на моей племяннице. Арас в отчаянии соглашается жениться на Дерье. Когда дети приходят домой, они спрашивают, где мой дорогой дядя. Я сначала позвонил ему, и он идет за ними, и они очень беспокоятся об Арасе. Рызабей приходит на помощь Арасу и предупреждает, что они добрались до места, но это неподходящее место для тебя. Когда Арас настаивает на уходе, он предлагает ему пистолет, но Арас отказывается и уходит с ними. Рейхан и Метин отзывают свою жалобу на Халита и говорят с ним, прося его позвонить своему сыну, Серкане, и сказать ему, чтобы он освободил Аслы. Фиген звонит Метину и сообщает ему, что идет за Серканом. Серкан привозит Аслы в место, похожее на лесной домик. Он узнает, что мать отдала ее Рейхан за деньги, сказав: «Если бы я знала цену, выставила бы ее на аукцион». Он подходит к Аслы и пытается дотронуться до нее. Аслы сопротивляется. В этот момент врываются его люди, объявляя о приближении Челака Рызы. Челака Рызу окружает, и он требует, чтобы она ушла, чтобы не пролилась кровь. Серкан заманивает их в ловушку и берет всех, включая Челака Рызу, в заложники. Когда Арас говорит: «Оставьте Аслы в покое, мы обо всем поговорим», Серкан насмехается над ним, заводит Аслы в дом и говорит, что у него к ней дело, и они поговорят позже. Аслы отказывается войти, но сопротивляется. Арас отбирает у мужчин пистолет и стреляет в плечо. Серкан получает ранение в грудь и падает на землю. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.